Джон, вы помните мистера Абдайка? Последний раз я видел его у вас в Тегеране. Ему очень понравились мои коктейли, Роберт. Он сейчас путешествует со своей женой и специально приехал, чтобы повидаться со мной. Приятно иметь таких друзей. Вы приготовили букет? Да, разумеется. Спокойной ночи, Джон. Ваше здоровье, госпожа Абдайк. Друг мой, ваше здоровье. Госпожа Абдайк. Марта, я несколько перебрал. Если шеф не возражает, отвезите меня домой. Соображает. И благополучного возвращения в Штаты. Ваши ключи. Спасибо за доставку. Сейчас мы с вами что-нибудь выпьем. Роберт, Да. вы уже достаточно выпили. Все из-за вас, дорогая. Неужели вы меня покинете? Спокойной ночи, Роберт. Зря.
Меня усыпили и выкрали ключ. Не понимаю, зачем нужно было вас усыплять. Вы и так были пьяны. До безобразия пьяны. А Джон? Он проснулся на час позже обычного. Я повторяю, нас усыпили. Вот все, что мы нашли за домом у дороги. Дальше след потерян. Попробуйте еще поискать. Хорошо. А почему ключи снова у вас оказались? Ну, как взяли, так и положили. Но неужели вы думаете, что я сам у себя украл документы? Вы не могли их потерять? Что за глупость? Я это сделал кто-то из наших. На территорию не мог попасть посторонний. Необходимо сделать обыск. Думаете, тот, кто взял, держит их при себе? Вы отлично знаете о порядке хранения секретных документов. Это вы все организовали. Вы! Не сходите с ума. Лучше подумайте о том, как будете писать объяснение. Не мне. Туда. Секретно. Особой важности. Оперативный план номер 10.1. Командиры специальной оперативной группы в Европе. Цель. Проведение специальных операций в районах СССР с использованием ядерного, химического и биологического оружия, а также средств психологической войны. Время. Накануне и в начале ограниченной или всеобщей войны. Я изъял этот документ. В результате у Стивенсона были большие неприятности, и его отстранили от работы в центре. Надеюсь, теперь я снова смогу вернуться в восточный отдел. Посылаю также любопытное письмо, подготовленное Стивенсоном руководству, с настоятельными рекомендациями убрать шефа. Копию этого письма анонимно я отправил шефу. Представляете гнев шефа? Как поживаете, Марта? Во всяком случае, лучше, чем мистер Стивенсон. Опасная вы женщина. Напророчили ему? Между прочим, я недавно в городе видела этого Стивенсона с каким-то очень несимпатичным типом. Похож на сутенера или брачного афериста. Не понимаю, почему этот Роберт до сих пор живет здесь. Выгнали, так и убирайся к себе за океан. Кто сейчас у шефа? Какой-то новенький. Первый раз вижу. Ну, откройте. Да-да. Насколько мне известно, вы были в одном лагере там, в Африке. Следовательно, вы знакомы? Нет? Знакомьтесь. Брокман, пришли. Прошу прощения, господа. Прошу вас. Не буду вас долго задерживать. Вы поедете в Швейцарию. Ну, скажем, в штат. Великолепное местечко. Ваша задача – пропитать Карла советским духом. Вы должны сделать из него советского гражданина Дорохова. Он должен знать все. Как делают покупки в магазинах, как знакомятся с женщинами, как ведут себя на улице, в кино и так далее. Владимир говорит по-русски, но мало практики, поэтому на ближайшие 3 месяца вашим языком должен быть русский.
Болтайте между собой побольше. Это тот единственный случай, когда болтовня будет полезной. Деньги и паспорта получите в канцелярии. Ехать можете завтра. Все. Почему вдруг такая спешка? Роберт хотел вас видеть подальше от России, а я хочу вас видеть подальше от Марты. В моем возрасте опасно иметь таких конкурентов. Ты вот русский, а я не понимаю, кто. По-русски надо говорить, не поймешь, кто. А, да, не поймешь. А почему? Ну, смотри, и мать у меня наполовину молдаванка, наполовину русская. Так. Отец наполовину немец, наполовину швед. Ну, мать, правда, всегда лучше говорила по-русски, а отец почему-то считал себя чистокровным немцем. Ты в каком году родился-то? В 43-м. В Германии? Да. До войны родители жили в Кишиневе. Ну, а потом, когда Гитлер пошел на восток, отец вступил в вермахт, дослужился до Гауптмана. Вермахт? Да, у Курской дуги погиб. До 54-го года мы в Гамбурге с матерью прожили. Ну что, ну потом мать умерла. Ну, а меня отдали в монастырь на воспитание. Долго я там не пробовал, сбежал. Господи, кем я только не был. И судомойкой в баре, и грузчиком в порту, носильщиком у торговцев наркотиками. Если они выйдут из номера, скажешь мне, я буду в баре. Да. Ну, отслужил я тогда в армии. Завербовался в Африку. Ну, а что делать? Денег нет, работы нет, делать ничего не умею, только стрелять. Попал в команду к такому Бобу Динару. Вот ты знаешь о нем, известной личности. Да, воевали мы тогда в Катанге. Мои за Чомбе. А потом, когда Чомбе накрылся, я уже был в Конго, в команде Мюллера. А позже в Мадриде, в перерыве между войнами, познакомился с таким Марком Гейзельсом. Ну, не знаю, чем я ему понравился. Слышал, наверное, что я неплохо стреляю. Ну, дал он мне адресок в Нью-Йорке. Рекомендательное письмо к некоему Алоизу. Разыскал я его адвокатскую контору, встретился. Так вот этот Алоиз и есть Гюнтер Гофман, которым ты интересовался. Как долетели, мистер Брокман? Благодарю. Благополучно. Потом письмо от Гейзельса. Он звонил мне из Брюсселя. Надеюсь, опыт вашей работы в Африке пригодится в нашем деле. Вас отвезут на квартиру. Здесь вы никогда не должны появляться. Обживитесь. Я навещу вас. Вот $500 на расходы. А на следующее утро Алоис пришел ко мне. Ключи от машины, ваши водительские права, пистолет. Работать будете в перчатках. Вот человек, которого вы должны убрать. Объяснил, что каждую среду этот тип ездит к своей любовнице.
ровно в 5 вечера приезжает и ровно в 7 уезжает. Предупредил, что его везде сопровождает телохранитель. Телохранителя зовут Мортимер. Алоис заплатил мне $5000. В Африке за такие деньги нужно 4 месяца работать. Потом был второй клиент. Клиент? Да, клиент. После этого я вернулся в Европу. Через месяц получил телеграмму от Алоиза. Прилетел в Нью-Йорк и поселился в той же квартире. Алоис сказал, что через день придет и даст мне полную наводку на клиента. Пообещал гонорар 8000. Но на следующее утро... Откройте! Мне нужно с вами поговорить. Входите. Руки! У меня нет оружия, Брокман. Откуда вы меня знаете? Я знаю вас от Алоиза. Я знаю не только вас, но знаю человека, которого вам поручили убить. Пройдите. У вас не найдется чего-нибудь выпить? Вы служите у Алоиза? Моего прежнего хозяина убрали. Кто? Думаю, Алоиз. Почему? Конкуренты. Чем занимался ваш хозяин? Тем же, чем и Алоиз. Принимал заказы на убийство. Спасибо. Зачем пришли ко мне? Человек, которого вы должны убить, может заплатить хорошую сумму, если останется жить. Сколько? 200 000. На двоих. Посчитайте, сколько вам нужно работать на Алоиза, чтобы заработать такую сумму. Почему я должен вам верить? Вот ключ от вашей квартиры. Его дал мне Алоиз. Через 3 дня здесь я должен вас убить после того, как вы выполните его поручение. А потом могут убрать меня. Карусель. Что вы предлагаете? Мы сопровождаем клиента в Европу. Там он с нами расплачивается. Дальше не наше дело. Ну как? Согласны? А что, согласился? 100 000. Ну, получили мы эти деньги, разъехались. Правда, Мортимеру не повезло. Через год его нашли зарезанным в Ницце. Об этом писали в газетах. Видел я его фотографии. Чистая работа. А тебя, Алоис, не беспокоил? Пока жив. Как видишь. Но к нам в контору когда попал? Это было 69-й. Промотал я свои деньги. Собрался опять в Африку, но тут ко мне в одном ночном кабаре в Париже подъехал один тип и предложил опять эту работу мокрую, так? Так. Да. Попросил убрать одного старичка. Русский иммигрант. Но, правда, пришлось повозиться. Инсценировал это an accident. Несчастный случай. Да, несчастный случай. Возня, это работа не по мне. Правда, он хорошо заплатил.
Карл, иди сюда. Смотри, этот тип вторые сутки пасет нас. Ты что, знаешь его? Еще бы. Этого малого зовут Чарли. Какой Чарли? Я видел его в Алоиза. Вот и до меня добрались. Чё ты дрожишь? Дрожишь. Дрожишь. Я просто знаю, как это делается. Я видел ту фотографию Мортимера в Ницце. Не психуй. Что же делать? Черт. Сиди в номере, никуда не выходи. Да, месье. Что будем пить? Коньяк, виски? 2 коньяка. Ой, Чарли, вам нужен Брокман. Вы его уберете, подозрение ляжет на меня. Прекрасно. Мне это не нравится. Тогда убирайся отсюда. Заработать хотите? 5000 долларов. Сейчас. Мне нужен адрес Алоиза. Какого Алоиза? Того, на кого вы работаете. Информация Брокмана? И его теперешнюю фамилию. Зачем им Алоиз? Я же не спрашиваю, зачем вам Брокман. Деньги при вас? В сейфе. У хозяина отеля. Когда уедете? Немедленно. Несите деньги. Одно условие: Брокмана в ближайшие сутки не трогать. Я должен быть вне подозрений. Окей. Господин Фабер. Да, я слушаю вас, месье Мишле. Мне надо срочно в Берн. Вы можете дать мне свою машину? Оплата по вашему усмотрению. Прошу вас, машина в гараже, бак полный. А когда вы вернетесь? Боюсь, я могу не вернуться. Где можно оставить машину в Берне? Ну что ж, в таком случае оставьте машину владельцу отеля «Метрополь». Вы знаете, на Цвайгенштрассе. Да, я там однажды останавливался. Отлично, это мой друг, я ему позвоню. Хотите уехать сию минуту? Да. Ну что ж, в таком случае я прокат машины поставлю вам в счет. Машину подкатить к подъезду? Да нет, оставьте во дворе. Хорошо, ключ будет на сиденье. Благодарю. Открой. Кто? Я. Исчезаем. Куда? Во дворе стоит машина хозяина. Серый Мерседес. Ляжешь сзади на пол. Пройдешь через служебный вход. А сколько у нас времени? 0. Одевайся. Вещи не бери. Пока я буду сидеть с этим типом в баре, постарайся проскользнуть по лестнице.
Адрес. Сен-Дени, отель Афина Паллада. Фамилия. Гриффитс. Только. Поднимайся, сзади никого нет. Считай, что тебе сильно повезло. Расстанемся в Берне. Я в Цюрих, ты в контору. Там встретимся. Спасибо, Мишель. Я тебе этого никогда не забуду. Я тоже никогда не забуду. Я так долго охотился за ним. И вот теперь, когда вынужден спасать его. Спасаю убийцу моего отца. А что делать? Не будет Брокмана, в Союз пошлют другого. А кого? Могу ведь и не знать. Морис, Слушаю вас. Среди передвинь на 18. Я вас телефон. Ага. Алло. Мишель, откуда ты взялся? Хорошо. Что случилось? У тебя телефон Интерпола есть? Ну, это легко узнать. Я нашел Гофмана. Передашь. Приговоренный к смертной казни в 4 европейских странах, в том числе и во Франции, военный преступник Гюнтер Гофман. Извините. Живет под фамилией Гриффитс в отеле Афина Паллада. Я проверял, он сейчас у себя в номере. Да. Звони лучше не от себя. Ну, это А я у отеля. Да. Отойдите в сторону, пожалуйста. Я же вам сказала, отойдите. Ваше задание относительно военного преступника Гюнтера Гофмана выполнено. 20-го он был арестован Интерполом. Посылаю пленку. На ней вы найдете Брокмана. Прилагаю словесный портрет и жизнеописание этого типа. Шеф представил мне его как Владимира Дорохова. Засылка в Союз планируется в ближайшее время. Способ переправы мне неизвестен. Не знаю, какое задание ему поручено, но учтите, Брокман очень опасен. Он профессиональный убийца. Можно? Техника вызывали? Чего дать?
Телефонного мастера вызывали? И еще 2 недели тому назад. Вот он я, пришел. Быстро. Уткин. Кутузов. Очень приятно. Слушай, страховой агент. Идеал BBC. Не слушаю. Соседи, наверное, довольны. Соседи, это проблема. В Москве вот это да. Да, тут у вас 1050. Чего дать? Телефон, говорю, где? А телефон? Телефон. А вот он. На что жалуетесь? На старость. Да я про аппарат спрашиваю. Трещит, шуршит, а звонка не слышно. Сейчас разберемся. Давно этим увлекаетесь? С 14-го года. Ну, Вот ты, молодой человек. У меня 91-й год пошел. но вы даете, папаш. А что это у вас под столом желтенькое? Спидола? Не покажете? Я и забыл про нее совсем. Мечтаю я о спидоле. Но в магазине что-то с 2 купишь. Лида, 2, 22, 18. Давид. Продайте. Берите ее так. Даром? Подарков не принимаем. Сегодня не 8 марта, папаш. Все равно я его выброшу. 30 не хотите? Молодой человек, не делайте из меня грабителя. Ну, Ну ладно. Пятиалтынный и все. Хорошо. Ну вот, не трещит, не шуршит, и все слышно. да. Распишитесь. Это за что же, а? Ну не за пятиалтыны же, за ремонт. Желаю вам прожить еще столько же. Между прочим, папаша, мой портрет висит на доске почета. Ну, Александр, что с выездом? Билет на теплоход заказано. Мермоз уходит в круизный рейс из Марселя во вторник. В Ялте будет 16. Передайте Уткину. Пусть сворачивает дела и выезжает в Ялту. К приходу теплохода должен быть на причале. Уткин уволился с работы, продал машину. Расплатился с хозяйкой, сказал, что едет к невесте в Калугу. Никакую Калугу он, конечно, не поехал. Я ехал до Москвы. Здесь взял билет до Симферополя. Любопытное совпадение. В субботу в Ялту прибывает французский теплоход с туристами. Вы думаете, переправа, как в прошлый раз? А почему бы нет? В прошлый раз им все сошло благополучно. Эй, пацан! Чего? У вас комната тут не сдается? А вы в командировку или дикарем? Дикарем. Ясно. Бабушка, тут дикарь приехал. Ему комната нужна. Что ты болтаешь-то? А вам как, надолго? Да пока не надоест. Ну, пройдите вот сюда. Я вот тут заберусь. Как вас зовут? Николай. Давайте помогу. Вот, подержите, пожалуйста. Давайте. У нас здесь не очень тихо, но зато море рядом. Море. Да. Сколько? Ну, как все. 90. Дешевле Маховки. Ванна у нас... Что? Я говорю, дешево берете. Я тут простыл в поезде, ангина. На полный пансион возьмете? Да, договоримся. Алик, пойди проводи человека. Ну что ты там опять гоняешь? Туда? Да, пожалуйста, на второй этаж поднимайтесь. Я сейчас. Слышь, парень, А? ты не сможешь сбегать в порт узнать, когда французский теплоход приходит? Мирмор, что ли? Во-во. Сейчас бегаю. Вы поднимаетесь? Да я разберусь. Сам найду. Теплоход приходит в субботу в 9:30 к первому причалу. Откуда узнал? Справочный. А если шторм? У нас в это время штормов не бывает.
А если буря? Ну, если буря, мы поспорим и поможем. Алик, иди домой, наверное, мама пришла. Не морочи голову. Да ничего, ничего. Ну, у вас аппетит прекрасный. Это у меня наследственное. Какое на сегодня число? 12-е? Да, вторник. Вы знаете, у меня в субботу друг должен приехать, а адрес я ему не послал. Какой наш адрес? Дрожинского, 3, квартира 5. Дрожинского, 3, квартира 5. Ну, потом перепишите. Мои каракули разберете? Да, Москва, главпочтамт до востребования Петрову Владимиру Сергеевичу. Угу. Тетя в тяжелом состоянии. Ну, это чтобы с работы отпустили. Срочно приезжай, Ялту, 16 мая, адрес Дрожинского, 3, квартира 5, Николай. Гермесу, нахожусь в Ялте. Мой адрес – Ялта, улица Дрожинского, 3, квартира 5, Янус. Наталья Сергеевна, Да? я на пляж. Если мой приятель приедет, которому вы телеграмму давали, Володя, пусть подождет, я скоро буду. Хорошо, а как ваше горло? Да ничего, я на солнышке прогрею. Смотрите, не перегрейтесь. Лучше его морской водой полощите. Дядь Коль, вы на пляж? Подождите, я с вами. Да нет, я еще на почту зайду. А, ну ладно. Дядя Коль! Дядя Коль! Может, на рыбалку пойдем? Я места классные знаю. С моим радикулитом только на рыбалку. Ты уж иди один. И чтоб рыба была. Будет. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Les participants à la visite au Livadia sont priés à prendre leur place dans le Пожалуйста. Achtung, Achtung! Meine Damen und Herren, Reisegruppe nach Libadien, bitte zum Bus Nummer 1. Прогулка сопровождается пояснениями экскурсовода. В Ливадию. Donc, mesdames et messieurs, tout d'abord,
Je vais vous montrer la façade est de ce palais blanc que vous avez vu de l'autre côté. Et on commence par l'église en style byzantin qui était construite pendant la construction du premier palais qui appartenait à Alexandre II. Ici, vous voyez très bien la cour italienne, fermée par une grille en fer forgé. Il y a des порты-церкви, которые построены в византийском стиле. И была построена для первого дворца для конференции Александру II. Вы видите прекрасно итальянский дворик, в центре которого фонтан, и иногда из этого зала, в котором... Ну как, водичка? Мокрая. 3 рубля не разменяйте. Попробуй. Порядок. Дорохов Владимир. Уткин Николай. Простите, здесь остановился Николай Уткин. Да-да. А вы, кажется, Володя. Да. Ну, проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Ну, проходите, там его комната. Располагайтесь. Он скоро придет. Ваше имя, отчество? Наталья Сергеевна. Спасибо, Наталья Сергеевна. Ну, отдыхайте. Пожалуйста, полуслов. Давай сюда. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Дай что-нибудь фирменное, красный камень или что там еще, черный доктор. Хорошо. Извините, у меня радость. Двойня родилась. Ну? Мальчики. Поздравляю. Да. Это после 5 девочек подряд. Володя, это вы? Да, я на базар пойду. Надолго? Да нет, скоро буду. Хорошо. Быстроходный теплоход на подводных крыльях «Комета» отойдет экскурсионным рейсом в город Герой Севастополь, где экскурсанты посетят панораму героической обороны города, музей Черноморского флота, аквариум Института биологии Южных морей. Николай, это вы? Оу! Вот он я. Ваш друг приехал. Встретились и даже отметились. У нашего приятеля двойня родилась. О, замечательно. И мы еще пойдем отмечать. На здоровье. В том паспорте твоя фотография, не волнуйся. Знакомая история. Старший по группе Александр в курсе дела. Ну, все. Пора идти, а то как бы раньше не вернулись. Подожди, они еще Массандру должны заехать. Давай присядем по старому обычаю, чтобы все, как говорится, было окей. Вон, приехали. Давай, иди первым. Да не трясись. Да не трясусь. Ну, не пуха. Усы не забудь.
Пожалуйста. Пожалуйста. Кто-то остался. Николай утром ушел, а часа через 2 пришел человек. Сказал, что он друг Уткина. Ну, когда Коля уходил, он предупредил, что должен приехать его товарищ Володя, и чтобы он его подождал. Володя побыл немного, а потом ушел на базар. Вернулись они вместе и быстро ушли. Скажите, пожалуйста, вот среди этих фотографий Володиной нет? Вот. Этот похож. Да. Только у него были небольшие усы. Спасибо. Пожалуйста. Скажите, что вы разыскиваете, если не секрет? Алименты не платит. Ну и прохвост. Где же вы промахнулись? Я не оправдываюсь, но сами посмотрите. Мы ведь не знали, кто прибудет. Можно начинать? Да, начинайте. Первый ролик, пожалуйста. Видите у Уткина спидола? Спрашивается, зачем он притащил с собой рацию. Ну, я решил, что это опознавательный знак для того, кто прибыл. А кто? Из порта первая группа туристов поехала в Ливадию, Уткин за ними. Ну и мы тоже. Вижу, в Ливадии турист к Уткину подходит. Лицо знакомое. Ну, Брокман. У меня была его фотография. Вот, обмениваются паролями. Действительно. Посмотрите. Действительно похож. Очень похож. Пострижен только иначе и усы. Ну, мы пошли за ними. Неужели нельзя было сообразить, что кто-то ведь должен был продолжать наблюдение за домом? Остановить проект. Остановить проект. Да, рано. Недопустимо рано сняли наблюдение. Что предпринимается для его поиска? Фотографии разосланы по всем управлениям на железной дороге в аэропорты. Что ж, выходит, нас обхитрили, Владимир Гаврилович? Выходит. Не к Нестерову ли он пожаловал? Не исключено. Нужно попытаться через Нестерова выйти на него. Угу. Во всяком случае, обеспечьте безопасность академика. Я свяжусь с Тулевым. Пусть он попробует что-нибудь узнать через Уткина. Итак, товарищи, мы с вами находимся на древней площади города Загорска. На этом месте в 1345 году монах основал свой монастырь. Впоследствии монастырь этот приобретает очень большое значение как в политической, так и культурной жизни страны. Сразу же вокруг монастыря, буквально с первых лет его существования, возникают слободы, и впоследствии из этих слобод возникает город Загорск.
Пустачевская? Стачевская. Линда Николаевна. Линда Николаевна. Я привез вам привет от Вильгельма. Уткин. Господи, боже мой. Фу. Привет. Надо же. Только никаких Уткиных. Леонид Круг. Здравствуй, Леня. Здоров. Откуда ж ты взялся? Оттуда? А, понимаю. Когда? Да недели две. Прохожу чистилище. Надоело писать, отвечать. Но сейчас вроде все кончилось. Ну-ка, садись в машину. Да я... Пообедаем вместе. Садись, садись. Сколько ж мы не виделись? Окажется, как вчера. Вчера. Мне там 1 год за 10. 100 лет. Вечность. Ну, ничего. Деньжаток я немного накопил. Куплю такую телегу, возьму девочку и... Вернешься к шефу. А куда я денусь? Не надоела еще водочка? Единственное лечение. Я на нервной почве язву заработал. Вообще-то там у них идет такая борьба с зеленым змеем, аж жуть. И кто кого? 3-0 в пользу змея. Газ как? Сидит. За что? В поезде чемодан спер. А я твою бывшую видел. И пацана. Вылитый ты. Посылали. Сам-то ты как перебрался? А так же, как с тобой. Так что-то они там химичили. То есть? Да, с этой чертовой спидолой, которую ты мне передал. Целый спектакль. Велели еще одну купить, такую же. Но твою рацию я в Ялте на квартире оставил, а другую спидолу передал. Так вот, тот, кому я передал, вернулся со мной. А кто остался, не знаю. Какая-то игра. Хитрый покер. И что, он будет жить там по твоей легенде? Не знаю. Документы я ему оставил. А деньги велели положить на предъявителя. Вот и пришлось мотаться. В Ростов, Суздаль, под Москву в Загор. Разрешите? Да-да. Петр Иванович, в Тулево стреляли. Спасла случайность. Убит Леонид Круг. Кто стрелял? Чарли Брайтон, подручный Гофмана. А каковы мотивы, как вы думаете? Тулев выдал полиции Гофмана и увел Брокмана у Чарли из-под носа. Но это не все. Накануне Тулев видел Стивенсона в обществе Чарли. Стивенсон и Чарли? А что же у них общего? Тулев сообщает, что Уткин перед поездкой в Ялту положил вклады на предъявителя в Ростове, в Суздале и в Загорске. Все документы оставил прибывшему. Да. Владимир Сергеевич, степень виновности устанавливает только суд, Владимир Сергеевич. Поэтому все материалы по этому делу согласовываются с прокуратурой. Да, до свидания. Так, что по Нестеру? За домом установлено круглосуточное наблюдение. Ну, а сам академик будет находиться в продолжительной командировке. Если я не ошибаюсь, эта фотография еще сделана в 43-м. Вас ведь привлек германский военный атташе? Да.
40-м. Мне было 20 лет. Да, гестаповская форма вам к лицу. А ведь мне советовали быть с вами поосторожнее. Думали, что вы все забыли. Я ничего не забыла. Я ждала. Ждала каждый день. Ждала каждую ночь. Я знала, что мне напомнят. Ну, если хотите, можете порвать. Ну, так, давайте-ка уточним наши взаимоотношения. Вот вам книжка на предъявителя. 1000 рублей возьмете себе, а остальное нам на расходы. Я посмотрел досье Стивенсона. В 1978 году в Гамбурге был процесс над торговцами наркотиками. Героин им поставлялся через Гонконг. А в это время ЦРУ там работал Стивенсон. И в ходе процесса его фамилия как посредника упоминалась вместе с фамилией Чарли. Но оба, конечно, благополучно ушли отсюда. И сейчас интересы вновь сошлись. Да, сошлись на Тульеве. И вряд ли они скоро успокоятся. Судя по тому, что операция по переброске Брокмана была подстрахована двойником, Центр не очень доверял Уткину. А если это так, то Тульев у них остается под подозрением. Арест Брокмана может привести к провалу Тульева. Брокмана готовил он. Вы так говорите, будто нашли Брокмана. Петр Иванович. Слушаю. Кузнецов, срочно. Слушаю, Андрей Михайлович. Здравия желаю, Петр Иванович. Я из Загорска. Как установлено, сегодня утром вклад на предъявителя, оставленный Уткиным, получила в Центральной сберкассе Стачевская Линда Николаевна. Так, ясно. Андрей Михайлович, к вам выезжает Марков. Выезжайте, Владимир Гаврилович, в Загорск. Сейчас же. А как решаем с Тульевым? Отзывать. Отзывать и как можно скорее. Мартину, возвращайтесь. Переход по основному варианту. Если пойдете по запасному, дайте знать. Альберт.